Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю не классический рецепт. Это будут ньокки россо. Обычно ньокки делают из картофеля, наши ньокки будут из свеклы. С потрясающим соусом из горгонзолы, который идеально их дополняет. Поэтому пойдемте скорее на кухню, давайте экспериментировать, открывать новые вкусы и ароматы вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. В этом рецепте я использую 800 грамм свеклы. Свекла должна быть отваренная или запеченная, обязательно охлажденная. Мой совет: свеклу лучше запекайте в духовке, потому что таким образом в ней остается меньше влаги и с тестом для ньокки будет работать гораздо комфортнее. Затем обязательно полностью очистите запеченную свеклу, вот таким образом. Далее натрите свеклу на крупной терке. Если хотите, можете натереть ее и на мелкой, выбирайте тот вариант, который вам более удобен и комфортен. Обязательно добавьте 2 щепотки крупной соли. Затем небольшое количество свежемолотого перца. Я добавлю чайную ложку розмарина сушеного. Если у вас есть свежий, обязательно добавьте. Свекла очень хорошо сочетается с розмарином. Хорошо перемешиваем. Затем добавляем 1 яйцо. Хорошо перемешайте его с ингредиентами. Затем порционно добавляем 200 грамм пшеничной муки. Сначала 1 часть и хорошо перемешиваем. Постарайтесь, чтобы мука равномерно распределилась по всему тесту. Далее с нашим свекольным тестом для ньокки будем работать на рабочей поверхности. Посыпаем ее обильно 2 частью муки. Как вы видите, я тоже использовала не всю, потому что также буду посыпать ею сверху теста. Затем вот такими движениями скребком я распределяю муку равномерно внутри теста. У меня обычный строительный скребок, который я использую для выпечки и в кулинарии, поэтому каждый может найти такой в любом строительном магазине. Также вы можете, конечно, работать любой лопаткой, вилкой, ложкой, всем чем угодно и даже руками. Основную часть муки я распределила, теперь я буду работать вручную. Я буду постепенно подсыпать тесто мукой и скатывать его. Вот таким образом, посмотрите. Также периодически я буду добавлять небольшое количество муки из твердых сортов пшеницы, семола. Если у вас ее нет, можете ее не использовать. Но знайте, если вы любитель итальянской кухни, вы обязательно должны держать дома семолу, потому что она входит во многие рецептуры итальянских блюд. Наша задача сейчас периодически подсыпать небольшое количество пшеничной муки или семолы, чередовать их, для того, чтобы тесто стало упругое и не липло к поверхности, на которой мы работаем. Вот посмотрите, на данный момент тесто уже перестало липнуть к поверхности, и я могу его раскатать.
Вновь посыпаю мукой рабочую поверхность и также присыпаю мукой противень, на который буду выкладывать готовые ньокки. Отрезаю первый кусочек теста, обязательно обмакиваю его в муку и раскатываю. Сначала делаем колбаску. Затем возьмите острый нож, или в моем случае я взяла мой скребок, и нарезаем эту колбаску на порционные кусочки. Постарайтесь их сделать вот такого небольшого размера. Сейчас я вам покажу несколько вариантов форм для такого типа ньокки. Один из самых простых вариантов – это шарики. Форму можно оставить такую или сделать вот небольшое углубление. Конечно, можно оставить форму квадратика или подушечки, или сделать на ней вот такое углубление. Кстати, углубление и рифлености на ньокки делаются специально для того, чтобы соус оставался на поверхности ньокки. Эту партию я сделаю супер быстро и супер просто. Эти у меня будут опять шарики с углублениями. И еще один овальный вариант формы шишечки. Тоже делается очень легко и быстро. Вот такое количество ньокки у меня получилось. Посмотрите, какие они красивые, все разного размера. Я представляю, как здорово это будет смотреться на тарелке. Ньокки обязательно нужно варить в большой просторной кастрюле. Посолите обязательно воду и доведите до кипения. Пока вода закипает, давайте приготовим соус. Нам потребуется 200 мл сливок, вы можете взять 15 или 20%. Добавляю 115 грамм горгонзолы. Можно экспериментировать с другими вариантами сыров с голубой плесенью, допустим, рокфор, торблю. Выбирайте то, что вам больше нравится. На среднем огне сливки медленно нагреваются, и вот таким образом пытаемся растворить наш сыр. Когда сыр почти расплавился, добавьте небольшое количество соли, если потребуется, свежемолотый перец и также несколько капель оливкового масла extra virgin. И также я добавлю свежий базилик, мне очень нравится это сочетание. И перемешиваем все ингредиенты. Соус прогреваем до первых пузырьков закипания. Далее обязательно убираем с плиты. Вот так потрясающий соус горгонзолы готов. Очень быстро и просто. Вы его можете использовать также и для любой пасты. Вода закипела, пришло время варить ньокки. Аккуратно помешайте снизу вверх, чтобы ньокки не прилипли к дну. Когда ньокки всплывут, поварите их 1 минуту и все, они готовы. Представляете, так быстро. После приготовления обязательно переложите ньокки в миску, чтобы они не потеряли свою форму. Далее перекладывайте в порционные глубокие тарелки и поливайте сверху нашим прекрасным соусом с горгонзолой и базиликом. Я добавлю свежемолотый перец, он хорошо сочетается, и обязательно кедровые орешки.
украшаю свежим ароматным листиком базилика, добавлю несколько капель оливкового масла Extra Virgin, и вот наше потрясающее блюдо готово. Надеюсь, вам понравится такой вариант неклассических ньокки. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!